Привет, народ! И сегодня мы вновь будем разговаривать о телеграм-боте Центера, Тапалка Центера, в которой мы путем ударного труда с вами пытаемся заработать airdrop абсолютно без доната. И сегодня обсудим новости. Повторюсь, о чем я говорил в предыдущем ролике, потому что предыдущий ролик диверсанты решили поломать. И давайте вкратце расскажу, в чем причина. Почему я очередной раз записываю ролик? Недавно вроде про Центеру рассказывал. Во-первых, потому что вышли новости, а во-вторых, какая-то диверсионная группа напала на мой ролик на Ютубе и совершила там деяние, очень плохое деяние, и поэтому приходится его перезаписывать. Ну, точнее, не перезаписывать, а заново писать и дополнять. Что же произошло? Вкратце рассказываю. И если хотите, вот здесь закрепляю вам ролик, предыдущий тот. Можете зайти сами и посмотреть туда. Ролик вышел. В принципе, как обычно, ролики шли небольшой набор просмотров, и потом резкий всплеск, там 1600 просмотров. Для моего канала это вообще как бы очень-очень редко бывает. Есть ролики, которые залетают, но не по этому телеграм-боту точно. Резкий всплеск, очень резкий, и очень не похожий на органический трафик, соотношение просмотров и лайков. Говорю, перейдите, если хотите, тот ролик, 1600 просмотров, 770 лайков. Такому бы даже мистер Бист позавидовал, да, соотношению 1 к 2. Тем более на моих роликах. И если вы перейдете там в комментарии и почитаете, то поймете, что такое чувство, как будто это боты. Боты пишут комментарии, они все без какого-то либо определенного смысла, но все положительно одинаковые. Я обратился к разработчикам, к модераторам, к команде разработчиков за вопросом, возможно, это они решили сами так себя пропиарить через мой почему-то ролик, но они сказали, что сами как бы понимают, что накручивание таких просмотров плохо влияет вообще на все, что угодно, в том числе и на их бот, и на ролик в YouTube-канале. Так что вот у меня возникает вопрос, можете предположения какие-нибудь вынести свои по поводу этого инцидента. Я даже могу сказать приблизительно, откуда пришел этот трафик, с какого сайта. Я уже гуглил, и это сайт по накручиванию просмотров на YouTube. И вот возникает вопрос соответственный, кто же решил сделать это. То есть я этого бы не делал в любом случае по той простой причине, что это у меня не первый мой YouTube канал. Я знаю, как плохо влияют накрученные просмотры вообще на общую тенденцию. То есть просмотры резко взлетают, а потом показы перестают вообще просто показывать. Ролик остается на месте с этими накрученными просмотрами. То есть профита вообще по сути никакого нету для этого, просто красивые циферки. Ладно, сейчас будет долго искать, но я этот сайт гуглил, это сайт по накрутке просмотров на YouTube. Пишите свое предположение, как вы думаете вообще, в чем может быть такая загвоздка, что это такой доброжелатель, который тут немножко косячит у меня на YouTube-канале. Но вот как-то так, поэтому пишу новый ролик, чтобы он хотя бы нормальной своей среде обитал на моем YouTube-канале. Тапалка Центера, как я уже рассказывал во всех предыдущих роликах последних, это у нас бесплатный телеграм-бот, в котором нет абсолютно никакого доната и который нам обещает раздать airdrop. Давайте перейдем в их официальный телеграм-канал и почитаем, какие последние новости у нас выходили. И их тут не так уж и много. Переводы есть на русский язык и переводы есть на английский. И вот из последних новостей это, товарищи, осторожно, недоброжелатели создали мемкоин, мемтокен, цент, который не имеет никакого отношения к нашему проекту. Не ведитесь на уловки мошенников и ориентируйтесь только на официальные анонсы о листингах от нашей монеты, по нашей монете. Так что, если вы где-то найдете токен именно цент, который с таким тикером, да, то это не он. Это не он. Ну и будет плохо, получается. Они хотели использовать именно этот тикер, но он уже, получается, занят. И вот у них есть очередной пост, в котором они написывают нам новые механики. Точнее, это пост у нас об окончании зимнего ивента. Скоро будет еще весенний ивент. В зимнем ивенте они раздали $50 тысяч. В весеннем пока неизвестно, какие будут призы. Но пост 29 января о том, что у них в официальном боте уже как-никак 1 миллион подписчиков. 1 миллион подписчиков в телеграм-канале. Ботом на данный момент пользуются 734 тысячи человек. В принципе, уже тапалочка разгоняется, аудитория у них большая, и об этом мы скажем чуть позже. Перейдем в чат, я покажу, какой пост, не пост, точнее, а сообщение выкладывал один из модераторов в чате по поводу этого количества игроков в телеграм-боте. И давайте этот текст мы переведем
И здесь у нас немножечко описана механика на будущее, что вообще они планируют сделать и что сделают. Ну и давайте быстренько прочитаю для вас, если вам лень переводить и читать. Если вы уже прочитали, то молодцы. Мы завершили второй этап зимнего конкурса и вручили все награды. Для вашего удобства мы создали специальный раздел в нашем информационном бюро под названием «Отчеты», где вы можете получить доступ ко всем отчетам о нашей деятельности, включая скриншоты транзакций и отзывы, которые были доступны для просмотра которые будут доступны для просмотра в любое время. Как многие из вас заметили, мы внедрили обновление. И да, недавно это обновление вступило уже в силу. Отныне все технические изменения будут публиковаться в чате. Часто задаваемые вопросы. В ближайшее время этот раздел будет дополнен инструкциями по игровой механике, руководством по использованию предметов и из зимнего ивента материалами, относящимися к дорожной карте и подробностями о воздушном десанте, то есть о аэродропе нашем. А пока позвольте нам раскрыть некоторые подробности о нашем проекте. Мы не даем пустых обещаний и всегда осторожны в своих заявлениях. Когда мы говорим о наших планах, мы абсолютно уверены в их реализации. Сегодня Центера может показаться кликером, но это лишь вершина айсберга. Наша команда активно работает над масштабным проектом Дегамикон. Я рассказывал, по-моему, о Декамиконе, точнее, в предыдущем ролике. Мы не находимся на стадии идеи или поиска инвестиций. Мы воплощаем наше видение в реальность. По вашим оценкам, Декамикон будет готов к лету. По нашим оценкам, Декамикон будет готов к лету. То есть весной у них будет тот самый весенний ивент, потом летом Дедемикон, и, скорее всего, к концу лета, возможно, уже будет аирдроп. Дедемикон — это децентрализированная, геймифицированная экономическая воронка, ну, если так будет перевести. Это виртуальная система на основе блокчейна, связанная с физическим миром через оцифрованную карту Земли, геолокацию и, возможно, дополненную реальность. Для поддерживания экономического баланса наша Вселенная не будет сразу доступна всем. Доступ будет осуществляться только по специальным ключам, которые самые активные игроки смогут получить во время аирдропа. То есть они будут создавать какой-то мир, виртуальный мир, и доступ к нему будет не у всех, только у активных игроков в виде каких-то наград. Ну, это уже что-то интересное. Ключ — это реферальная система, но владельцы ключей не обязаны приглашать новых участников. Маркетингом занимается администрация Центера, однако новые товарищи смогут войти во вселенную Центера только через эти ключи, которые являются частью токеномики проекта и будут приносить доход их владельцам от всех экономических агентов, рефералов, которые находят сокровища в нашей вселенной. Подробности будут позже. Видите, уже что-то такое интересное, которое будет продолжением раздачи аирдропа, то есть не как у нас все обычно бывает. Но, возможно, опять же, это только обещание, но все же развитие у проекта будет, по их словам, после раздачи аирдропа проект не загнется. Среди участников аирдропа мы также распределим первую партию токенов Центера, NFT игровых сущностей, количество которых будет ограничено для повышения их ценности. Еще есть DEL, это токен управления, один из самых ценных активов в Центера, а активные участники airdrop получат возможность его приобрести. И, конечно же, Цент — это собственный токен проекта, доступный всем участникам на аирдропе. Перед airdrop у нас будут некоторые захватывающие события, которые дадут возможность заработать каждому товарищу. Мы не гонимся за массовостью. Для нас самое главное — сохранить экономический баланс проекта и финансовое благополучие наших товарищей. Поэтому администрация Центера рассматривает возможности ограничения количества в кликере, гарантируя каждому участнику справедливую возможность заработать во время аирдропа. О чем это говорит? Вот то же самое приблизительно написал модератор в чате о том, что, возможно, будет ограничение количества пользователей для Telegram-бота, вот этого кликера, тапалки нашей. То есть, допустим, образно объясняя, они сядут, решат, что 10 миллионов пользователей — это предел.
И только когда достигнет предела 10 миллионов пользователей Telegram этот бот, все, доступ туда будет закрыт, больше никто попасть туда не сможет. Но, с другой стороны, этого здесь они не рассказывают, но все же им в чате об этом пишут, и, скорее всего, люди об этом донесут, что, наверное, скорее всего, перед этим будет какая-то чистка от неактивных игроков, тех, кто не играет, возможно, там попробуют подрубить немножко бота-фермы, и то есть после этого догнать вот эту цифру 10 миллионов и захлопнуть образно 10 миллионов, и захлопнуть свою тапалку. Чем это лучше? Во-первых, как они сказали, они не гонятся за большим количеством пользователей. Смысл заключается не в том, что из-за количества пользователей они будут зарабатывать там больше денег, а смысл в том, чтобы раздать людям так, чтобы не было обидно. Что сделал Hamster Combat у нас? Раздул свою тапалку до неимоверных размеров, там больше 100 миллионов пользователей, раздал на них количество airdrop, он размазался по вот этому гигантскому количеству пользователей, все получили вот по столечко, и в итоге дропы у всех там по $3,5, по $5, по 10, там у кого-то может быть вдруг там 30, 40, 50 долларов и все. Смысл в этом не в том, что хомяк всех кинул, а в том, что он чересчур раздул свою аудиторию и не смог обеспечить капитализацию токена на такое большое количество людей. Вот здесь они пытаются это избежать. Возможно, на вот этой ошибке именно хомяка. То есть здесь они предусмотрительно к этому отнеслись, чтобы наши токены, когда нам раздались, они не размазались на большое количество аудитории, а получила их именно активная часть игроков. И кто-то, может, холдил, кто-то продавал. Спасибо за активное участие и поддержку, товарищи. Каждый день Центеры делает мир ярче. Вот. Так примерно это все описывается в телеграм-канале Центера. Что же вообще будет влиять на airdrop? Насколько я владею информацией, насколько мне ее смогли выдать, насколько они это описывают у себя в чатах. Вот эта цифра сверху, это и есть наши токены Центера. Возможно, их будет не столько, возможно, там уберут 3 ноля, да, возможно, как-то будут просто конвектировать. Но смысл в чем, что вот эта цифра, которую мы здесь сверху копим, это и есть наши токены проекта. То есть и по вот этим показателям мы будем получать airdrop. Также, если мы перейдем с вами в рюкзак, у нас есть с вами вот такие вот красные мифические предметы. Они у нас бывают коптеры мифические и бывают наборы для взломов мифические. Также у нас бывают вот такие вот мифические снеговики. Их тоже нужно копить. Об этом они неоднократно уже говорили. Люди спрашивали, зачем мне все нужно, зачем мне собирать. Они сказали, что снеговиков можно будет обменять на игровые ценности позже. А мифические предметы нужно копить, они тоже повлияют на раздачу airdropа. Не критично, но все же за них будут дополнительные плюшки, за вот эти вот мифические предметы. Так что их тоже лучше копить. Копить эти мифические предметы. Как же добывать эти мифические предметы? Я уже рассказывал в предыдущих во всех роликах, но быстренько повторюсь. Открываем сундуки, зарабатываем вот такие вот фрагменты набора для взломов, зарабатываем фрагменты коптеров, вот такие вот фрагменты коптеров, и зарабатываем также вот такие фрагменты ключей. Ключи мы собираем в разные по редкости ключи, открывая разные по редкости ящики. Все эти комбинации, из каких кусочков, у нас здесь есть обломки НЛО, коробки с болтами, все, что можно из этого собирать. У меня тоже есть на канале, перейдите, посмотрите полный гайд по Центера, там все описано, все эти рецепты. Также у них в чате, подписывайтесь на их чат, у них в чате есть все вот эти вот рецепты сбора всех вот этих вот предметов. Как всегда я вам говорил, не заходите в тапалки, не тратьте свое время, не вносите сюда донат. Но по поводу этой тапалки пока этого не касается. Здесь донатов нету от слова совсем, никаких транзакций, никаких там чекинов, ничего подобного. Даже кошелек пока мы не подвязываем даже сюда. Все, смысл в чем? Не тратьте время. Но если все-таки решились, то, мне кажется, это один из самых оптимальных вариантов. На данный момент я для себя лично, это лично мое субъективное мнение, считаю один из, по-моему, самых перспективных проектов, в которых именно я нахожусь. Один из самых перспективных и интересных проектов, которые идут немножко вразрез с остальными тапалками. И у них немножечко своя политика. Здесь они раздают, по крайней мере, людям на розыгрышах деньги, не требуя взамен вообще ничего. Никаких донатов, ничего, просто играть и наслаждаться. Вот такой вот сегодня был заново переобзор или заново рассказ о тапалке Центера, чтобы ролик больше мой там не шатали, не мотали. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.